Всем привет! Это канал Фактограф и топ-10 самых жутких существ, которые обитают только в Австралии. Этот материк находится слишком далеко от нас, поэтому кажется нам совершенно другим миром. Фауна дикого континента включает в себя около 200 тысяч видов животных, большинство из которых являются уникальными. Здесь можно встретить самых ядовитых существ в мире, самых кровожадных хищников и самых страшных на вид животных. Сегодня мы познакомим вас с гигантским дождевым червем, тасманским дьяволом, палочником Маклея, летючей лисой и многими другими необычными существами. Досмотрите это видео до конца, если вы когда-нибудь планируете посетить Австралию или просто желаете ознакомиться с эндемиками этой страны. Уверяем, будет интересно. Поехали. Австралийская ехидна. Это млекопитающее является единственным представителем рода настоящих ехидн. С виду оно напоминает ежа. Вытянутое до 45 сантиметров тело полностью покрыто грубой шерстью, а внешняя его часть усыпана множеством острых твердых игл. В случае опасности ехидна сразу сворачивается клубком, прикрывая брюшко, свое самое уязвимое место. Также зверек имеет короткие когтистые лапы и необычную вытянутую мордочку, напоминающую птичий клюв. Длинное рыльце помогает добывать из земли пищу – насекомых, муравьев и червей. Животное хватает их липким языком и перетирает при помощи роговых зубчиков, расположенных на задней части языка. Размножение ехидн происходит путем откладывания яйца. Самка носит его до вылупления в сумке на животе. Ехидны ведут одиночный образ жизни. Они живут на суше, в норах, под камнями, в дуплах упавших деревьев, но при этом хорошо плавают. Таракан-носорог. Это крупный вид тараканов, который достигает в длину до 8 сантиметров и весит до 35 граммов. Если вы боитесь этих насекомых, то вряд ли будете рады встретить такого гиганта. Хотя по размерам он не самый большой, но по весу является самым тяжелым в мире. Таракан-носорог имеет темно-коричневый цвет и отличается от других видов отсутствием крыльев. Насекомое не является вредителем, а наоборот играет важную роль в экосистеме, поедая опавшие листья и гниющие остатки растений. Огромные тараканы обитают в лесах северо-восточной Австралии, преимущественно в штате Квинсленд. Они селятся колониями чаще всего в эвкалиптовых рощах. Оплодотворенная самка таракана-носорога носит яйца в генитальной сумке. За год появляется на свет до 40 личинок, и до 9-месячного возраста молодые особи не расстаются с матерью. Половая зрелость тараканов наступает в возрасте 3-4 лет, а средняя продолжительность жизни составляет 8 лет. Гигантский дождевой червь. Самый большой дождевой червь в мире обитает только на юго-востоке Австралии, в штате Виктория. Длина этого существа может достигать 3 метров, диаметр 2-4 сантиметра, а вес около 700 граммов. Гигантский червь имеет светло-коричневый цвет и похож на обычных земляных червей, только в несколько раз больше. Представители этого вида живут в норах, проделанных во влажной почве, в долине реки Басс. Передвижение червей по подземным тоннелям сопровождается характерным шуршанием и глухим бульканьем. На поверхности их можно увидеть только во время проливных дождей, когда вода затапливает норы. Питаются большие дождевики корнями и растительным детритом. Гигантские черви являются гермафродитами, однако для размножения объединяются в пары. Одна особь откладывает яйцо, и через 12 месяцев из него появляется маленький червячок, который растет минимум 5 лет. Палочник Маклея. Этот вид палочных насекомых обитает в тропических и умеренных лесах Австралии. Палочник живет на деревьях и кустах. Днем обычно висит под веткой, а ночью питается. Он имеет похожее на палку вытянутое тело, что может достигать до 20 сантиметров. Коричнево-зеленый окрас помогает насекомому маскироваться среди листвы, а длинные и тонкие ноги передвигаться по веткам. Насекомое может принимать различные формы, чтобы слиться с окружающей средой и избежать хищников. Выглядит палочник Маклея довольно устрашающе, но на самом деле он совершенно безвреден. Насекомое является растительноядным и питается листьями разных деревьев и кустарников. Самцы отличаются хорошо развитыми крыльями, которыми они пользуются, когда ищут пару. Размножение палочников происходит путем откладывания яиц, из которых спустя 6-9 месяцев вылупляются молодые особи, похожие на муравьев. Тасманский дьявол.
один из самых древних обитателей острова Тасмания, который сегодня находится на грани исчезновения. Тасманский дьявол относится к семейству хищных сумчатых. Черный окрас, большая пасть с острыми зубами, агрессивный характер, пронзающие крики по ночам – за это первые поселенцы назвали этого зверя дьявол. Животное обладает плотным массивным телом, длиной от 50 до 80 сантиметров и весом до 12 килограмм. В длинном хвосте откладываются запасы жира, и если зверь голодает или болеет, то он становится тонким. Тасманский дьявол напоминает маленького кровожадного медведя. Одним укусом он способен проломить жертве череп или раздробить кость. В его рацион входят мелкие и средние млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся и земноводные. Но больше всего дьявол любит есть разнообразную падаль, тем самым выполняя функцию санитара. Размножаются эти животные раз в год. Из 20-30 детенышей выживают лишь 4, которые успевают прикрепиться к соскам в сумке. Остальных малышей съедает самка. Тайпан маккоя. Эта опасная и жестокая змея водится в центральной части австралийского континента. Она селится в пустынях и засушливых равнинах, где прячется в разломах и трещинах грунта. Тайпан маккоя является ядовитейшей сухопутной гадюкой. Его яд в 180 раз сильнее яда кобры, а один укус может убить человека за период от 4 до 12 часов. К счастью, этот вид пресмыкающихся обладает миролюбивым нравом и никогда не нападает на людей первым. Тайпан маккоя имеет золотисто-коричневую чешую и аккуратную глянцевую голову. В длину он вырастает до 2,5 метров. Питается в основном мелкими млекопитающими. Несколько раз в год самки откладывают в разломах почвы или пустых норах до 20 яиц. После этого наступает инкубационный период, что длится до 66 дней. Сероголовая летучая лисица. Этот вид млекопитающих является самым крупным представителем отряда рукокрылых. Размах крыльев летучей лисицы достигает 1,5 метра, а вес 1 килограмма. Животное обладает вытянутой мордочкой, острыми ушами и маленькими черными глазами. Просто настоящая лиса. Ее передние лапы превратились в крылья из кожи и костей, а нижние конечности отличаются длинными пальцами, которые помогают ей цепляться за ветви деревьев. Сероголовая летучая лисица обитает в Восточной Австралии из юго-востока Квинсленда до штата Виктория. Животное питается исключительно растительной едой, фруктами, цветами, нектаром и листьями растений. У лисицы хорошо развито зрение и обоняние. Чтобы найти еду, она может преодолеть за ночь до 50 километров. Выращивание потомства сероголовой лисы занимает много времени. За год самка рожает лишь одного малыша, которого перед тем вынашивает полгода. Сиднейский воронковый паук. Этот ядовитый агрессивный паук обитает в Восточной Австралии, включая окрестности города Сиднея. Он обладает одним из самых токсичных для человека ядом, что может привести к смерти, если не получить своевременной медицинской помощи. При контакте с людьми паук молниеносно нападает и легко может прокусить крепкими клыками не только кожу, но и ногтевую пластину. При этом его яд не опасен для других млекопитающих, таких как кошка или собака. К счастью, в 80-х годах был создан антидот, и с тех пор не было зарегистрировано ни одной смерти от укуса. Воронковый паук имеет темно-коричневый окрас, массивные челюсти и размер тела от 1 до 5 сантиметров. Он обитает во влажных земляных норах с разветвленными тоннелями, что сверху покрыты паутиной. Когда насекомые и другие мелкие животные попадаются в его сети, паук впивается в них острыми клыками. Размножение хищников происходит путем откладывания яиц, начиная с 4-летнего возраста. Колючий дьявол. Этот вид ящериц принадлежит к семейству агамов и обитает в пустынных и полупустынных районах Австралии. Колючий дьявол получил свое имя благодаря острым шипам по всему телу и устрашающей внешности. На самом деле молох безобидный, а острые колючки служат для отпугивания хищников. Он достигает в длину до 20 сантиметров и весит около 70 граммов. Его тело покрыто грубой кожей, которая защищает его от жары и холода. Дьявол окрашен в коричнево-желтые цвета с темными пятнами. В зависимости от температуры и освещения окраска может меняться. Молох — это дневное животное. Молох — это дневное животное, что живет в небольших и самостоятельно вырытых норах. Питается ящер только муравьями-фуражирами, которых ловит липким языком.
За один день он может съесть несколько тысяч насекомых. Но больше всего поражает то, как молох пьет. В пазах в его коже скапливаются осадки, и по микроскопическим каналам жидкость попадает в пасть животного. Брачный период у колючего дьявола начинается весной. Самки зарывают в песок несколько яиц, и через 3-4 месяца вылупляются детеныши. Медуза ируканджи. Этот прекрасный прозрачно-беловатый колокольчик на самом деле является смертельно опасным существом. Он относится к группе необычно ядовитых тихоокеанских медуз. Взрослая особь ируканджи имеет размер 12 на 25 мм и 4 полупрозрачных щупальца длиной от нескольких миллиметров до 1 метра. Медуза покрыта строкательными клетками, которые вырабатывают опасный яд. При воздействии на человека яд вызывает паралитический эффект, чудовищную боль, тошноту, тахикардию и даже отек легких. Если пострадавший не обратится за медицинской помощью, то через сутки его адские мучения могут завершиться летальным исходом. Медуза ируканджи встречается в водах Северной Австралии. Она плавает со скоростью 4 км в час на глубине 10-20 метров. Но нередко встречается и у поверхности. При помощи щупалец медуза ловит добычу, планктонов и крошечных мальков, и притягивает пищу к ротовой полости. Размножается эта беспозвоночная путем выделения мужских и женских половых гормонов в воду. Яйцеклетка оплодотворяется, превращается в личинку, а затем в полип, из которого через время появляются детеныши. Это была десятка самых жутких существ, которых можно встретить только в Австралии. Самый маленький континент Земли славится своей уникальной фауной, и сегодня вы узнали о ней немножечко больше. Делитесь в комментариях, какое существо из нашего видео вы точно не хотели бы встретить на своем пути. Приветствуем вас, друзья! Это канал Фактограф и видео о самых необычных растениях в мире. На планете Земля есть сотни удивительных растений, поражающих воображение своей необычностью. Мы выбрали 12 самых удивительных творений природы, мимо которых невозможно пройти. 10-килограммовые вонючие цветы, зубастые хищники, молочные деревья, тропическая крапива, которая жжет сильнее, чем борщевик. Это лишь малая часть природных чудес из разных континентов. Диковинные представители флоры поражают непривычным внешним видом, большими размерами, причудливыми формами, уникальными качествами. Смотрите этот ролик до конца, если хотите стать чуточку ближе к природе и увидеть весь размах ее креативности. Так что заваривайте себе вкусный чай и поехали! Гиднора африканская. Это монстр из фантастического фильма? Нет, это настоящее растение, что встречается в Южной Африке. Вернее, это паразит, живущий на корнях суккулентных растений семейства молочайные. Удивительное растение растет под землей, и только его цветок пробивается сквозь почву. Цветок, похожий на гриб или змеиную голову, появляется на поверхности только после выпадения определенного количества осадков. Но в африканской пустыне редко идут дожди, поэтому увидеть гиднору посчастливится не каждому. Примечательно, что растение издает отвратительный запах фекалий и гнили, чем привлекает насекомых. Но это не мешает местным жителям и некоторым животным употреблять в пищу сочные лепестки и семена. Карнегия гигантская или сагуаро – вид кактуса, который растет в южной части Северной Америки, в основном в пустынной местности Аризоны, Калифорнии и Мексики. Это растение вы ни с чем не перепутаете. Большой размер и форма, напоминающая канделябр или колонну – его визитная карточка. Карнегия может достигать высоты до 18 метров, весить до 10 тонн и жить до 200 лет. Для некоторых животных гигантские кактусы стали источником пищи и воды, а для других – настоящим домом. Например, птицы вьют на них гнезда и в стволах выдалбливают дупла, а в трещинах селятся ящерицы. Раз в год с мая по июнь сагуаро цветет, притягивая к себе пчел и колибри. Венерина мухоловка. Растение-хищник – выдумка? Растение-хищник – выдумка? Нет, оно реально существует. Венерина мухоловка – вид хищных насекомоядных растений, который характеризуется коротким подземным стеблем, розеткой из 4-7 листочков и белыми цветами. После цветения на концах черенков формируются ловушки, состоящие из 2 створок с редкими щетинками по краям. Когда на них попадает насекомое, то листья ловушки закрываются. Затем выделяется пищеварительный
собственный сок и начинается процесс переваривания. Венерина распространена на Атлантическом побережье США, во Флориде, Нью-Джерси, Северной и Южной Каролине. Мухоловка растет на бедных азотом грунтах и компенсирует его недостаток, поедая насекомых. Примечательно, что выращивать растения хищника также можно в домашних условиях. Виктория амазонская. Гигантская кувшинка – крупное цветочное растение, прорастающее на реке Амазонка в местах слабого течения. Названное в честь королевы Виктории растение вырастает до 3 метров в диаметре, имеет загнутые края и может выдержать вес взрослого человека. Прочность конструкции достигается благодаря полым поперечным прожилкам, которые усиливают плавающий лист. Жители Амазонии используют листья кувшинки в качестве плотов, переправляясь с одного берега на другой. Очень удобно на самом деле. Цветет Виктория амазонская раз в год на протяжении 2-3 дней. Ароматные цветы, которые меняют цвет от белого до розового или красного, распускаются ночью, а днем они уходят под воду. Гимпи-гимпи. Это растение является чрезвычайно опасным врагом человека. Вам крупно повезет, если вы никогда не встретите его на своем пути. Гимпи-гимпи или жалящее дерево – самое ядовитое растение из семейства крапивных, произрастающее в тропических лесах Австралии. Многолетний кустарник привлекает внимание пурпурными плодами и большими сердцевидными листьями, покрытыми милым пушком. Тонкие жгучие волоски содержат ядовитые вещества. Стоит к ним притронуться, и вы будете кричать от боли, которая будет мучить вас несколько месяцев. Жертвы сравнивают это с одновременным ожогом от огня, кислоты и ударом электричества. С гимпи-гимпи связано много жутких историй, когда ужаленные люди впадали в безумие от боли и убивали себя, а животные погибали в агонии. Аморфофаллус. Самый высокий и вонючий цветок в мире. Его еще называют трупной лилией. Все из-за отвратительного аромата, который напоминает запах трупа или гниющего мяса. Благо, что вонь от аморфофаллуса исходит только в период цветения, лишь на протяжении нескольких дней. Это растение является эндемиком индонезийского острова Суматра. Соцветие початок аморфофаллуса, что на вид напоминает мужской половой орган, достигает до 3 метров в высоту. Початок окутан видоизмененным листом, который снаружи окрашен в зеленый цвет, а внутри в цвет разлагающегося мяса. Увидеть аморфофаллус можно как в дикой природе, так и в ботанических садах по всему миру. Вельвичья удивительная. Если бы гордая барышня была растением, то только вельвичьей. Растение предпочитает одинокое существование в прибрежном регионе Юго-Западной Африки в каменистой пустыне Намиб. Вельвичья не похожа ни на одно из известных растений, она единственная в своем роде. Это карликовое дерево, продолжительность жизни которого достигает невероятных 1500 лет. Вельвичья имеет только 2 листа, которые своей поверхностью впитывают влагу из туманов и растут в течение всей ее жизни. Листья распределяются на несколько сегментов и могут достигать длины около 4 метров. Они имеют серо-зеленую окраску и приходятся по вкусу не только животным, но и людям. Цветы представлены шишковидными соцветиями, причем женские и мужские находятся на разных растениях. Литопс. Литопсы или живые камни – это мелкие суккулентные растения с очень необычным внешним видом. Они представляют собой 2 сросшихся у основания мясистых листа, разделенных посередине глубокой щелью. Стебель отсутствует. По окраске растения напоминают камни-галыши зеленого, серого, голубого и бордового цветов. Начиная с 3-летнего возраста на суккулентах ежегодно появляются цветы, похожие на ромашки. Литопсы происходят из песчаных каменистых пустынь ЮАР, Намибии и Ботсваны, поэтому толстые листья предназначены для запаса воды в период засухи. Истинные ценители экзотики не пройдут мимо этих растений, ведь живые камни можно выращивать в домашних условиях. Бросимум полезный. Бросимум – это дерево, что способно производить молоко. Звучит как бред, но смотрите сами. Бросимум выделяет ароматный млечный сок.
который по вкусу напоминает обычное коровье молоко с добавлением корицы. В его состав входит вода, растительный воск, сахар и смолы. Одно растение способно дать несколько литров молока. Чтобы его добыть, необходимо сделать небольшой надрез или обломить ветку. Брусимум растет в Центральной и Южной Америке, а также культивируется в Азии. Местные жители используют сок как замену коровьему молоку. Дерево вырастает до 30 метров в высоту, имеет красноватую кору, кожистые листья и невзрачные несъедобные плоды. Ксантарея. Ксантарея – травяное дерево с древовидным стволом, которое является эндемиком Австралии и Тасмании. Растение имеет длинные жесткие листья, которые вырастают из центра розетки. Серебристо-зеленые листья достигают 1 метра в длину и 2-3 сантиметров в ширину. Глядя на это дерево, так и хочется причесать его копну волос, словно неряшливого домовенка. Ксантарея растет медленно, но жить может до 600 лет. Белые или кремовые ароматные цветки появляются на дереве раз в несколько лет. Ксантарея очень важна для австралийской фауны. Под ее листвой прячутся животные, а ароматным нектаром питаются разнообразные насекомые и птицы. Кроме того, смола некоторых видов используется при изготовлении лака. Рафлезия – это род паразитических цветковых растений, которые произрастают в тропических лесах Юго-Восточной Азии, в частности на островах Суматра и Ява, на Филиппинах и на полуострове Малакка. Цветки рафлезии являются самыми большими цветами в мире. Они достигают диаметра до 1 метра и веса до 10 килограммов. Паразитирующее растение не имеет стебля и листьев. Чаще всего оно живет на лианах, вырастая прямо из ее корня. Цветки имеют толстые 3-сантиметровые лепестки, окрашенные в красный или оранжевый цвет. Рафлезия выделяется сильным, чертовски отвратительным запахом, напоминающим гниющее мясо. Вонючий цветок живет не более 4 дней, а затем разлагается, превращаясь в черную бесформенную массу. Ярета. Просто посмотрите на это чудо природы. Сложно поверить, что это настоящее растение, а не гора камней, покрытых мхом. Фундаментом для зеленых подушек, как еще называют ярету, служат не камни, а 1000 отдельных ростков, которые плотно прилегают друг к другу и к земле. Просто так отломить часть подушки у вас не получится, но пройтись прямо по растению и не причинить ему вреда легко. Сверху ярету покрывают зеленые листья и цветы. Вечно зеленое растение растет очень медленно, до 2 сантиметров в год. Удивительная форма жизни помогает ярете поддерживать тепло в экстремальных условиях. Ведь увидеть это фантастическое растение можно только в Южной Америке в Андах на высоте 3-4 тысяч метров над уровнем моря. Что только не встретишь в разнообразной природе. Красивые, большие, дурно пахнущие и даже опасные для жизни растения. Надеемся, что это видео понравилось вам и вы смогли узнать для себя что-то новое. Пишите в комментариях, какое растение вас поразило больше всего. Привет, друзья! С вами канал Фактограф и топ-11 самых невероятных существ нашей планеты. В суете ежедневной рутины мы редко задумываемся о вещах, что выходят за рамки нашей привычной жизни. Многие даже не догадываются и, возможно, никогда не узнают, что в соседнем водоеме водится острозубый паразитирующий хищник или рыба с человеческими зубами, что где-то в океане живет голубой мини-дракон или чудная рыба с красными губами. В этом видео мы расскажем, какое живое существо питается солнечной энергией, что за птица пьет кровь и какое животное выглядит как мужской детородный орган. Мы уверены, что многие из этих существ вы точно раньше не встречали. Давайте вместе приоткроем занавес, за которым скрываются настоящие чудеса дикой природы. Рыба-капля – большое желеобразное существо из семейства психролютовых, обитает в глубинных водах у побережья Австралии и Новой Зеландии. Открыли этот вид в 1926 году, когда австралийские рыбаки случайно выловили странную рыбу с круглыми глазами, носообразным выростом и широким ртом. Она представляет собой студенистую каплю тускло-розового оттенка с вечно недовольным выражением лица.
Рыба-капля больше напоминает желейный десерт с небольшими плавниками и хвостом, чем живое существо. Одни считают эту рыбу самым омерзительным существом на планете, другие, наоборот, восхищаются ею, создавая в ее честь мемы, эмодзи, мягкие игрушки. Такая внешность помогает психролютам выживать на километровой глубине, выдерживая огромное давление толщи воды. Но из-за недоступной для аквалангистов среды обитания эти рыбы до сих пор остаются малоизученными. Амфипод цистисома. Креветкоподобная ракообразная цистисома – это причудливое существо, что обитает в черных глубинах сумеречной зоны океана. Амфипод достигает длины около 10 сантиметров, примерно как размер человеческого кулака. Он обладает прозрачным и практически полностью невидимым телом. Большую часть головы занимают огромные глаза. Уникальная сетчатка глаз позволяет цистисоме лучше видеть в темных водах океана на глубине от 200 до 900 метров. Ученые выяснили, что тело этого фантастического существа покрыто микроскопическими лохматыми чешуйками и колониями неизвестных бактерий. Именно они обеспечивают амфиподу идеальную невидимость. Свет буквально проходит через него и не отражается. Никто не сможет разглядеть это ракообразное, пока не достанет его из воды. Но найти себе пару этим прозрачным животным не составляет труда. Они вынюхивают друг друга в окружающих водах по химическим веществам, которые выделяют самцы. Geospiza difficilis septentrionalis или зяблик-вампир. На первый взгляд, это обычная, ничем не примечательная коричнево-серая птичка. Она является одним из подвидов остроклювого земляного вьюрка или зяблика-вампира. Прозвище «вампир» птица получила из-за своей необычной диеты. Она питается кровью других пернатых. Маленький кровопийца водится на островах Дарвина и Вульф, что входят в состав Галапагосских островов. В этих местах гнездятся морские птицы, красноногие, голубоногие и насканские олуши, кровь которых и пьет зяблик. Острым клювом хищник аккуратно отщипывает кожу у основания перьев и ждет, когда рана начинает кровоточить. Так зяблик восполняет потребность организма в жидкости на безводных островах. Также пернатые вампиры воруют яйца олуш, катая их по камням, пока те не разобьются. Ученые предполагают, что привычка пить кровь стала следствием регулярного выклевывания паразитов с оперения других птиц. А кроме крови, в меню зябликов еще входят различные семена и беспозвоночные. Адский вампир – один из самых необычных головоногих моллюсков, обитающий в глубинах океана. Как у осьминога, у него есть 8 щупалец с перепонками, покрытые рядами мягких липких усиков. Вопреки названию, вампир питается не кровью, а детритом – мелкими частицами падали и гнили. Мусор налипает на длинные усики внутри мембраны, и животное, перемешав его со слизью, проглатывает. Также моллюск обладает медленным обменом веществ и голубой кровью, насыщенной медью. Это помогает ему выживать на глубине около 1 километра, где мало кислорода и почти совсем нет солнечного света. Почти на каждом участке студенистого красно-бурого тельца адского вампира расположены органы свечения – фотофоры. Маленькие белые лампочки способны производить вспышки света, ослепляющие и дезориентирующие врага. Встретив хищника или будучи пойманным человеком, моллюск сразу обороняется, выплевывает люминесцентную жидкость. Такое поведение и обитание на большой глубине не позволяют провести полноценное исследование вампира в естественных условиях. Рыба-паку. Паку – экзотическая пресноводная рыба, которая относится к подсемейству пираньевых. Внешний вид этого существа напоминает амазонских пираний. Сжатое по бокам тело, большие глаза. Но есть одно поражающее отличие – большие квадратные зубы, сильно похожие на человеческие. Плоские, но крепкие зубы размещены в большом рту в 2 ряда. Мощные челюсти легко прокусывают тело жертв и даже раскалывают орехи. Такая особенность позволяет паку включать в рацион мелких жителей водоемов, а также фрукты и водоросли. В некоторых регионах ходят слухи, что пираньи кусают мужчин в воде за гениталии. Но ученые опровергают такие страшилки. Во многих странах паку продается легально и содержится в качестве домашнего питомца. Однако ее нужно помещать в большие аквариумы, ведь хищница вырастает в длину до 1 метра. Моллюск Элизия хлоротика.
Небольшой брюхоногий моллюск встречается вдоль Атлантического берега США и Канады. Изумрудная элизия похожа на листик морского растения, но это не водоросль, а настоящее животное. Элизия — единственное известное ныне живое существо, имеющее способность к фотосинтезу. Да, этот изумрудный моллюск может питаться солнечным светом, словно растение. Но как это происходит? В организме морского слизня отсутствуют хлоропласты. Поедая водоросль Ваучерия литория, молодые особи включают в свой организм эти клетки и приобретают ярко-зеленый цвет. Хлоропласты накапливаются в пищеварительном тракте и хранятся в крупных клетках эпителия, готовые фотосинтезировать. Взрослые моллюски могут более полугода обходиться без еды, подпитываясь лишь солнечной энергией. Интересный факт: Элизия хлоротика является гермафродитом. После перекрестного спаривания и откладывания яиц она погибает. Смерть заранее программирует смертельный вирус, живущий в клетках слизней. Атриточиана эйселти, или змея-пенис. Так называют безногое земноводное, напоминающее гигантского дождевого червяка. У этой неприличной гадюки отсутствуют ноги, глаза и уши. У нее есть только заросшие изнутри ноздри, огромный рот с пластинчатыми зубами и пухлые подвижные щеки. В 2011 году ученые обнаружили всего 6 таких существ в Бразилии в долине реки Амазонки. По мнению экспертов, они являются близкими родственниками лягушек и саламандр. Эти земноводные могут жить как на суше, так и в воде, хотя ни легких, ни жабр у них нет. Биологи считают, что животные дышат поверхностью кожи и питаются мелкими червями и рыбой, но это пока не доказано. Из выловленных змей одна погибла сразу, 2 были оставлены для исследований, а остальных 3 выпустили на волю. Перевернутый дракон Glaucus atlanticus. Это существо из вида брюхоногих моллюсков является одним из самых необычных в мире. Из-за специфической анатомии тела и ярко-синего окраса морского жителя называют голубым драконом. Его тело вырастает до 6 сантиметров, по краям которого располагаются 3 группы пальцевидных выростов. Перевернутый дракон обитает практически во всех умеренных и тропических водах планеты. Специальный воздушный мешок в тельце моллюска позволяет ему плавать на поверхности воды, перевернутым кверху боком. Внешний облик голубого ангела скрывает под собой ядовитого хищника. В его рацион входят различные живые организмы, что дрейфуют по поверхности Мирового океана. Хищный зверь сам по себе не ядовитый, но он откусывает жалящие щупальца у медуз и тем самым заимствует их яд. Поэтому, чтобы не получить ожог, нельзя брать голубого дракона голыми руками. Минога. Минога — примитивная позвоночная из класса круглоротых, что водится в пресноводных реках. Внешне она похожа на угря с гладкой слизистой кожей без чешуи. У миноги отсутствует костный скелет и позвоночник, нет челюстей и парных плавников. В ее пасти много острых зубов, которые растут даже на языке. По сути, все тело хищницы, вырастающее до 1 метра в длину, состоит из зубов, языка и желудка. Минога является наружным паразитом крупных рыб. Своим большим кольцеобразным ртом она присасывается к телу как живых, так и мертвых рыб. Многочисленными зубами и сильным языком хищница глубоко врезается в плоть жертвы. Она впрыскивает в тело добычи свои пищеварительные соки и лишь после этого поглощает уже частично переваренную плоть с кровью. Для человека минога не опасна, так как она не ядовита. Однако в случае укуса стоит обратиться к медикам, чтобы без травм и кровотечения отцепить паразита. Нетопырь Дарвина. Причудливая рыба с красными губами встречается в Тихом океане поблизости Галапагосских островов. Ее экстравагантный вид вы узнаете за километр. Уплощенное светло-коричневое тело примерно 20 сантиметров, крупные пятнистые глаза, коричневая морда с рострумом, длинным выростом, под которым есть ноздреподобное углубление. Нестандартные брюшные и грудные плавники нетопыря Дарвина выглядят как лапы. Пухлые ярко-красные губы вовсе придают ему гротескный вид и, вероятно, служат для привлечения партнеров. На кончике рострума располагается своеобразная антенна, что служит приманкой для добычи мелких рыб и моллюсков. Нетопырь Дарвина относится к глубоководным удильщикам. Эта странная рыба почти не умеет плавать и ведет придонный образ жизни на глубине от 3 до 120 метров. Морской обитатель с ярким макияжем губ медленно бродит по дну коралловых рифов на видоизмененных плавниках, словно на лапах.
Утконос. Один из самых диковинных зверей на Земле, сочетает в себе черты млекопитающих рыб, рептилий и даже птиц. Ученые долгое время не знали, к какому классу его отнести, а сам факт его существования разбивал теорию эволюции в хлам. Самый яркий представитель австралийской фауны выглядит так, как будто к голове бобра пришили утиный клюв. Тело утконоса, покрытое толстым слоем шерсти, достигает примерно 50 сантиметров в длину. Мягкий чувствительный клюв с двумя ноздрями наделен множеством электрических и осязательных рецепторов. Животное плохо видит и слышит, но имеет превосходное обоняние. Селятся утконосы возле водоемов и большую часть жизни проводят в воде. Они отлично плавают, а на суше из-за особенностей скелета передвигаются подобно рептилиям. Детеныши этих зверей появляются из яиц, но вскармливаются молоком. На задних лапах самцов есть шпоры, которые выделяют яд. Но больше всего поражает то, что ученые обнаружили у утконосов целых 5 пар половых хромосом. Эти ночные полуводные животные живут поодиночке. Днем они спят, а ночью охотятся на мелких беспозвоночных. Всего в Австралии осталось не более 50 тысяч утконосов. Поэтому увидеть их в дикой природе практически нереально. На этой чудной ноте мы завершаем наш топ-11 необычных существ планеты. Каждая из них по-своему уникальная, неповторимая и достойная внимания. Делитесь внизу в комментариях, кто из них больше всего запал вам в душу, кого из этих удивительных существ вы точно не сможете забыть. Привет, друзья! С вами канал Фактограф и топ-15 самых необычных фруктов в мире. На нашей планете есть множество разнообразных плодов, о существовании которых мы даже не догадывались. Удивительные заморские фрукты поражают причудливыми формами и потрясающим вкусом. Смотрите это видео до конца, если хотите узнать, как выглядит канистел, лонган, дуриан и блигия вкусная. Мы расскажем, какой экзотический плод похож на знакомый нам огурец, какой на яблоко, какой на рыбью икру, а какой на человеческую руку. Мы познакомим вас с самым дорогим, самым большим, самым вонючим, а также с ядовитым и одновременно съедобным фруктом. Список необычных плодов может быть бесконечен, но мы рассмотрим самые интересные из них. Оставайтесь с нами, будет познавательно и вкусно. Поехали! Гуава. Этот экзотический фрукт на вид очень похож на яблоко или грушу. Он покрыт тонкой кожурой зеленого или желтого цвета. Созревшая красная мякоть имеет приятные ароматы, сладкий либо кисловатый вкус, напоминающий ананас и клубнику. Гуава очень полезна и богата витаминами А, В и С. Она укрепляет иммунитет и поднимает общий тонус организма. Плоды гуавы можно кушать вместе с косточками и кожурой. Это все съедобно. Из этого уникального фрукта получаются отличные джемы, соки, желе, сиропы и даже специи. Растет гуава в теплых тропических и субтропических странах. Аки или блигия вкусная. Аки – грушевидный экзотический фрукт красного цвета. Когда плод созревает, его шкурка трескается и становится видна кремовая мякоть и 3 черных косточки. Не раскрывшиеся естественным путем фрукты содержат гипоглицин и являются ядовитыми. Спелую мякоть, как правило, отваривают в подсоленном кипятке, затем обжаривают на сливочном масле и так употребляют в пищу. Она имеет сладковатый вкус, напоминающий орехи с сыром. Но семена фрукта являются ядовитыми всегда. На Ямайке аки считается национальным фруктом и добавляется в качестве основного ингредиента во многие местные блюда. В странах Западной Африки незрелые плоды используют как мыло, а размятую мякоть как яд для рыб. Карамбола или тропическая звезда. Это ярко-желтый фрукт размером с апельсин. Плод имеет ребристую форму, похожую на мини-дирижабль, а в разрезе напоминает правильную пятиконечную звезду. Сочные хрустящие фрукты едят вместе с кожурой. Карамбола может быть как кислой, так и сладкой. В одном фрукте слышен микс сразу нескольких вкусов – яблока, цитрусовых, манго и винограда. Кислые плоды используют для салатов, а сладкие едят просто так. В карамболе содержится много витамина С, витаминов группы В, различных минеральных элементов, а также много щавелевой кислоты. Растут вечно зеленые деревья карамболы в тропиках и субтропиках, где преобладает влажный климат. Канистель или яичный фрукт.
Необычные желто-оранжевые плоды с крупными коричневыми косточками выращивают в теплых странах Южной Америки и Азии. Название «яичные фрукты» они получили благодаря мясистой кремообразной мякоти, которая сильно напоминает сваренный вкрутую желток яйца. Зрелые плоды могут быть различных размеров и форм – овальные, круглые, веретеноподобные и даже похожие на сердечко. По вкусу канистель напоминает сладкий картофель, он очень полезен и богат витаминами. Чаще всего яичный фрукт добавляют в салаты и супы, используют при приготовлении десертов, а также едят в сыром виде. Ланган или глаз дракона. Кто хотя бы раз бывал в Юго-Восточной Азии, тот точно встречал этот вкуснейший экзотический фрукт. Плоды лангана вырастают до размера грецкого ореха. Они имеют тонкую, но при этом прочную и несъедобную кожуру, которая легко отделяется от желеподобной полупрозрачной мякоти. В сердце фрукта находится черная косточка, которая выглядит как зрачок глаза дракона. Ароматная мякоть на вкус напоминает дыню и имеет приятное мускусное послевкусие. Плоды лангана – это кладезь витаминов. Они содержат витамины группы В и С, кальций, фосфор, железо, органические кислоты. В традиционной китайской медицине этот фрукт используется в качестве седативного средства. Дуриан. В странах Азии растет очень необычный экзотический фрукт. Местные жители его описывают как «ад снаружи, рай внутри». Дело в том, что плотная зеленая кожура с шипами обладает невероятно отталкивающим запахом. Представьте себе стойкую смесь аромата протухшей рыбы, гнилого чеснока и канализации. Такое зловоние издает дуриан. Именно поэтому в некоторых азиатских странах его запрещено приносить в закрытое помещение. Но если вы наденете перчатки, очистите плоды от шкурки и попробуете мякоть, вы не сможете забыть этот вкусовой взрыв. Нежная мякоть похожа на сливочный крем с нотами банана, манго и ананаса. Кроме того, дуриан богат кальцием, магнием, цинком, витаминами А, В, С и фолиевой кислотой. Но стоит помнить, что из 30 известных видов съедобные только 9. Монстера. Вечно зеленую травянистую лиану с сердцевидными порезанными листьями можно встретить во многих домах и офисных помещениях. Но мало кто знает, что в дикой природе тропической зоны монстера выращивается ради вкусных и ароматных плодов. Спелые фрукты с виду напоминают зеленые початки кукурузы. Под чешуйчатой кожурой находится съедобная белая мякоть и цветочные остатки, похожие на качан. Сочные сегменты мякоти едят в сыром виде в качестве десерта. По вкусу фрукт напоминает смесь ананаса и банана, а по текстуре – манго. Но не стоит пробовать незрелые плоды монстера, ведь они насыщены щавелево-кислым натрием, который раздражает слизистую и вызывает жжение. Цитрон пальчатый или рука Будды. Этот тропический фрукт притягивает взгляды своей специфической формой. Один плод цитрона состоит из множества продолговатых долек, похожих на щупальца или человеческие пальцы. Необычный цитрус покрыт толстой желтой кожурой, внутри него есть незначительное количество мякоти и часто отсутствуют косточки. По вкусу плоды напоминают горько-кислые лимоны, но в сыром виде их не едят. Из цитрона делают цукаты, добавляют в чаи и коктейли, используют как приправу. В нетрадиционной медицине этот фрукт применяют в качестве противовирусного и болеутоляющего средства. Благодаря особому аромату фиалки руку Будды используют в парфюмерии, а из ее кожуры производят эфирные масла. Янгмей. Китайская земляника, горный персик, восковница красная – так еще называют этих маленьких причудливых ежиков. Чаще всего дерево встречается в Китае и других странах Восточной Азии. Плоды янгмея похожи на засахаренные конфеты, которые случайно оказались на дереве. Плоды восковницы представляют собой круглую костянку с бугристой оболочкой, сочной мякотью и довольно крупной косточкой в центре. На вкус они одновременно сладкие, терпкие и немного едкие, чем-то напоминают коктейли из малины, клубники и вишни. Из плодов янгмея делают чаи, соки, джемы или едят просто так. Восковница содержит в составе множество витаминов, макро- и микроэлементов и является отличным антиоксидантом. Кивано.
Этот экзотический фрукт также широко известен под названием рогатая дыня и африканский огурец. Плоды кивана растут на травянистой лиане и являются ближайшими родственниками обычного огурца. В зрелом виде они похожи на небольшую овальную дыню или переспелый огурец с мягкими шипами. Под толстой несъедобной шкуркой много бледно-зеленых семян и зеленая, напоминающая желе мякоть. Рогатая дыня по вкусу похожа на смесь банана и огурца с легким ароматом цитруса. Может употребляться как в сладком, так и в соленом виде. Кивана выращивают в жарких регионах Южной Америки, Африки, Новой Зеландии. Этот низкокалорийный фрукт считается плодом долголетия. Он богат витаминами и микроэлементами. Сахарное яблоко или аннона чешуйчатая. Этот необычный фрукт встречается во многих тропических и субтропических странах, но особой популярностью он пользуется в Таиланде, Бразилии и на Гавайях. По форме плоды похожи на знакомое нам яблоко или на большую сосновую шишку. Под бугристой кожурой зеленого цвета скрывается кашеобразная кремовая мякоть, которую выскребают ложкой. Она поделена на сегменты, и внутри каждого есть черная косточка. Сахарное яблоко обладает сливочным вкусом, напоминающим заварной крем. Спелая мякоть является основой тайского мороженого и других десертов. Поедая тропический фрукт в сыром виде, не забывайте удалять косточки, ведь они являются ядовитыми. Кроме фантастического вкуса, аннона обладает богатым химическим составом и используется в косметологии и кулинарии. Купуасу. В дикой природе дерево купуасу встречается только в Бразилии. С виду этот фрукт напоминает огромный вытянутый кокос. Плоды покрыты толстой оболочкой и ворсинками. Внутри они заполнены белоснежной кремообразной мякотью, кисловато-сладкий вкус которой сравнивают с миксом шоколада и тропических фруктов. Также внутри есть семена, что размещены в 5 отдельных гнездах. Мякоть используют в десертах, ликерах и едят в свежем виде. Из семян извлекают жиры и используют в качестве растительного масла или косметических средств. Плоды купуасу – это самые дорогие фрукты на территории Латинской Америки. Цена стартует от $10 тысяч. Дело в том, что растения требуют сложного ухода, а в пищу годятся лишь те плоды, что самостоятельно упали с дерева. Сорванный фрукт никогда не созреет полностью. Джекфрукт. Плоды джекфрукта – самые крупные фрукты в мире, растущие на дереве. Овальные гиганты весят в среднем 10 килограммов, а иногда могут вырастать и до 40. Их желто-зеленая грубая кожура полностью покрыта конусообразными бугорками. Мякоть поделена на желтые сочные дольки, и в каждой из них находится косточка. Спелый фрукт имеет приторно-сладкий конфетный вкус. Его сравнивают с бананово-ананасовым коктейлем со слабым запахом ацетона, который исходит от кожуры. Кроме того, шкурка содержит клейкий латекс, поэтому разделывать плоды рекомендуется в перчатках. Джекфрукт – наиболее распространенное фруктовое дерево Юго-Восточной Азии. В Бангладеше он является национальным фруктом, а в Индонезии – основным ингредиентом многих блюд. Джекфрукт называют индийским хлебным деревом, так как он имеет высокую питательность, но при этом является низкокалорийным диетическим продуктом. Опунция или сабрес. Это растение из семейства кактусовых, которое способно плодоносить. Зеленые, красные или оранжевые плоды формируются на древовидных кустарниках. Мясистые ягоды покрыты бородавчатой кожурой с колючками. Сочную сладкую мякоть едят в свежем и в приготовленном виде. По вкусу она похожа на смесь дыни, груши и огурца. Также внутри есть довольно крупные семена. Опунция имеет хороший химический состав и используется не только в кулинарии, но и в косметологии и народной медицине. Опунция происходит из Мексики, но сегодня ее можно встретить на всех континентах, кроме Антарктиды. В Израиле этот фрукт называют сабрес, и он уже стал символом страны. Пальчиковый лайм. В тропических лесах Австралии растут необычные вытянутые плоды, похожие на пальцы. Удивительный фрукт под названием пальчиковый лайм представляет собой миниатюрный мешочек, наполненный сочными икринками. Кислый цитрусовый вкус пузырьков напоминает лайм с легким хвойным послевкусием. Когда вы их кусаете, маленькие шарики лопаются, вызывая ошеломляющее освежающее ощущение.
Сочные пузырьки используют в кондитерских изделиях, а также в качестве гарнира или приправы. Лаймовая икра выигрышно дополняет блюда, придавая им новые вкусовые оттенки. Цвет тонкой шкурки фингер-лайма варьируется от зеленого до темно-бордового. Кожицу сушат и также используют в качестве пряности. Это был топ-15 самых необычных фруктов в мире. Какой из этих экзотических плодов вы бы с удовольствием попробовали, а к какому из них даже бы не притронулись? Делитесь с нами в комментариях. Приветствуем вас на канале Фактограф. В этом видео мы обсудим 12 самых странных брачных ритуалов у животных. Размножение каждого отдельного существа – это не прямолинейное действие, а сложный и многоэтапный процесс, отличающийся уникальными особенностями у каждого вида. Большинство известных нам способов, как завоевать сердце дамы, активно практикуется животными. Но сегодня мы поговорим о брачных играх, которые являются крайне странными для нашего восприятия. Попробовать на вкус мочу, оторвать свой половой орган, разбросать фекалии для привлечения внимания – это норма для некоторых животных. Станцевать легендарную лунную походку Майкла Джексона, построить дом для любимой и даже поменять пол – это наши меньшие братья тоже умеют. Мы уверены, о таком вам точно не рассказывали на уроках биологии. Так что давайте узнаем подробнее, какие самые странные брачные ритуалы практикуют животные. Птицы-шалашники. Видели ли вы когда-нибудь пернатого дизайнера интерьера? Нет? Тогда знакомьтесь, это шалашник, один из лучших строителей мира животных. Перед спариванием самцы этого вида проводят особый романтический ритуал. С середины весны они начинают возводить сложные разноцветные шалаши, где будет проходить спаривание. Сначала они подбирают идеальное место, затем расчищают его и только тогда начинают возводить стены из веток и листьев. Птицы украшают свои шалаши различным декором – цветами, перьями птиц, обертками от конфет, пуговицами и другими яркими предметами, которые только смогут достать. По окончанию строительства шалашник поет призывную песню. Если самке понравится домик, и она войдет внутрь, то самец будет перед ней вертеться и приседать, как бы убеждая, что она сделала правильный выбор. После спаривания самка отправляется вить гнездо, а самец продолжает заманивать новых дам. Ведь брачный сезон длится несколько месяцев. Такой он рай в шалаше. Жирафы. Как оказалось, 50 оттенков серого бывает не только у людей. Молчаливые жирафы не подают брачных сигналов, у них нет течки и периода спаривания. Скромные животные практикуют очень странный способ подбора половой партнерши. Право на спаривание имеет самец, занявший доминантное положение в группе. За первенство жирафы сражаются на шеях. Соперники бьют друг друга головами, чтобы доказать свое господство. Победитель обходит стадо в поисках той самой. Обнаружив подходящую кандидатуру, жираф тычет носом в ее зад и гениталии. В ответ самка пускает струю мочи, которую самец нюхает и пробует на вкус. Он загибает верхнюю губу, оголяет зубы и приоткрывает рот, чтобы уловить феромоны, сигнализирующие о готовности самки к половому акту. Если дама принимает его ухаживание, то она становится в позу для спаривания, и затем происходит совокупление. Богомолы. Брачный сезон у богомолов начинается с конца августа и включает в себя несколько этапов. Сначала самец ухаживает за партнершей, поворачивает к ней голову, выпячивает грудь, подлетает ближе. Если самка отвечает на жесты кавалера, то они начинают процесс спаривания. Однако за любовное приключение самец может поплатиться головой. Не дожидаясь окончания процесса, самка может съесть самца, поглотив его голову, передние лапы и грудную клетку. Но даже после этого тело мужской особи продолжает спариваться. Такой акт каннибализма наблюдается примерно в половине случаев. Ученые выяснили, что самки, которые съедали своих партнеров, откладывали больше яиц. Получается, что самец жертвует своей жизнью ради продолжения рода. Но на месте богомола я бы дважды подумал, прежде чем подходить к подруге. Рыба-удильщик. Сексуальный паразитизм или альфонс в мире животных. Так называются половые отношения между мужскими и женскими особями этих глубоководных рыб. Так сложилось, что кроме жуткой внешности удильщики еще и размножаются самым жутким способом из всех известных. Карлик-самец намертво впивается зубами в крупное тело избранницы и остается в таком положении навсегда, превращаясь в некий паразитический придаток. Их кровеносные системы сливаются, а глаза
а плавники и большинство внутренних органов самца редуцируются. Он становится донором спермы, получая взамен регулярное питание. Если же самец не найдет себе вторую половинку, то вскоре погибнет, ведь многие виды удильщиков не способны самостоятельно питаться. К тому же к одной самке могут быть прикреплены несколько партнеров, которые будут жить, пока жива она. Тюлени-хохлачи. Вся жизнь этих животных проходит на льдинах на севере Атлантического океана. Они предпочитают находиться в одиночестве, но в период размножения держатся большими группами. В таких компаниях самцы конкурируют за внимание самки. Находясь в состоянии агрессии или возбуждения, они раздувают кожно-носовой мешок, расположенный на лицевой части. На первый взгляд вам может показаться, что тюлени играют с красным мячиком, но на самом деле в этот момент их распирает от эмоций. Размахивая надутым пузырем, каждый из них громко рычит и старается отпугнуть конкурента. Иногда может дойти и до драки. Тот, кто окажется слабее, уходит из поля боя, а другой счастливчик получает право на продолжение рода. После спаривания самка плывет к богатым рыбой местам, а самец отправляется сражаться за новую даму сердца. Бегемоты. Самцы бегемотов являются одними из опаснейших животных. Во время брачного периода они ведут себя достаточно агрессивно, но не по отношению к самкам. Прелюдия этих африканских великанов отнюдь не прекрасная и романтичная, а достаточно мерзкая и грязная. Для привлечения подруги эти джентльмены используют навоз. Нет-нет, вы не ослышались. Бегемот кладет огромную кучу фекалий, параллельно опустошая свой мочевой пузырь и начинает активно крутить хвостом, словно пропеллером. Таким образом, он разбрасывает помет во все стороны, чтобы пометить территорию и обратить внимание всех дам в округе. Если такой ухажер покажется самке привлекательным, то она может испорожниться в ответ и тоже включить хвостовую вертушку. Затем парочка отправляется плескаться в воде и только потом приступает к выполнению супружеского долга. Красношапочная пипра. А вот этой птичке точно позавидовал бы сам Майкл Джексон. Чтобы привлечь подругу, самец исполняет несколько ритуалов, в том числе легендарную лунную походку. Вначале пернатый кавалер выбирает подходящую ветку и затем приступает к выполнению шоу-программы. Как будто танцуя, он быстро передвигается вперед-назад, параллельно совершая крыльями до 80 махов в секунду. Также самец не против повилять своими желтыми бедрами, покрутиться, резко подпрыгнуть, немного покружить над веткой. Он двигается так быстро и активно, что напоминает шустрого колибри. Чтобы отпугнуть конкурентов, все это танцевальное представление усиливается музыкальным сопровождением, громким пением и оригинальным щелканьем. Если самке понравится шоу, то она вступит с самцом в половой контакт. Дикобразы. Самка дикобраза готова к любовным утехам на протяжении всего 8-12 часов в год. Начиная с сентября, она начинает выделять сильно пахнущую слизь и мочу, подавая сигнал потенциальному любовнику. Если откликнется несколько самцов, то между ними завязывается схватка. Немного потрепанный победитель получает шанс на спаривание и начинает прелюдию. Он встает на задние лапы и обильно обливает даму своей мочой. Да, джентльмен из дикобраза так себе. Если самке не нравится партнер, то она издает скулящий звук и встряхивает его жидкость. Но когда она готова к совокуплению, то всем своим видом и поведением показывает это партнеру. Самка поднимает хвост над спиной и убирает колючие иголки, чтобы не ранить своего мужчину. Затем самец приступает к делу. Осьминогие аргонавты. Одним из самых странных брачных ритуалов отличился этот род головоногих моллюсков. Маленький хитрый самец вступает в интимную связь с крупной избранницей, даже не приближаясь к ней. У мужских особей есть особое щупальце – гектокотиль, которое выполняет функции детородного органа. Когда в этом щупальце вырабатывается достаточное количество семенной жидкости, оно отрывается. Затем орган самостоятельно, словно под дистанционным управлением, находит самку своего вида. Согласитесь, звучит как фантастический сюжет. На вид гектокотиль напоминает червяка с двумя рядами недоразвитых присосок. Найдя свою цель, половой орган проникает в мантийную полость женской особи и оплодотворяет отложенные яйца. Бурые сумчатые мыши. Самоубийственная репродукция.
Таким термином обозначили ученые половую активность этих австралийских сумчатых. Дело в том, что раз в год, в брачный сезон, который наступает в августе или сентябре, бурые мыши впадают в настоящее буйство. В этот период самки проявляют склонность к промискуитету, беспорядочным половым связям со многими партнерами. Самцы, в свою очередь, пытаются совокупиться с как можно большим количеством партнерш, стараясь подольше удержать каждую из них. Продолжительность половых актов может достигать рекордных 12-14 часов. Истощение организма и переизбыток стресса после такого кекс-марафона приводят к скорой гибели самца. Как правило, будущие отцы не доживают до рождения потомства. Такая получается любовь до гроба. Рыбы-клоуны. Теперь давайте рассмотрим матриархальное сообщество ярких представителей подводного мира. Эти симпатичные рыбки являются прототипом мультяшного героя Немо. В основе их социальной жизни лежит строгая иерархия, на вершине которой находится крупная рыба женского пола, а второе место занимает доминантный самец. Только эти двое могут вступать в половую связь и производить потомство. Если самка погибает, то ее бывший супруг меняет пол и занимает ее место. А новым доминантным мужчиной становится второй по величине самец из группы. Примечательно, что от рождения все рыбы-клоуны являются самцами. У них одновременно присутствуют и мужские, и женские половые органы. Как правило, мужские органы развиваются быстрее, но при надобности все можно переиграть. Клопы. Эти кровососущие насекомые не заморачиваются насчет красивых и приятных брачных игр. Их размножение происходит особо жестоким способом, путем травматического осеменения. Самец не пытается привлечь избранницу и не ждет ее согласия на вступление в интимную связь. Он насильно ловит самку и своим острым половым органом протыкает ее абдомен, то есть задний отдел тела. В образовавшееся отверстие самец вводит семенную жидкость и происходит оплодотворение. К счастью, одного акта спаривания будет достаточно, чтобы самка регулярно откладывала до 10 яиц в день. Кроме того, такой пугающий способ размножения дает клопам максимальные шансы на выживание. Ведь в случае длительного голодания клопы могут питаться своими же яйцами. Так что, если вам покажется, что в вашей жизни нет романтики, вспомните этих насекомых. Это был топ-12 самых странных брачных ритуалов из животного мира. Как вам такие ухаживания и отношения с противоположным полом? Что вас поразило больше всего? Делитесь с нами в комментариях. Друзья, всем привет! Это канал Фактограф. Сегодня мы поговорим об уникальных домах, построенных животными, птицами и насекомыми. Многие животные не сильно переживают, если у них нет собственного жилья. Они находят временное убежище в норах, дуплах деревьев, в пещерах или даже занимают чужие дома. Но есть и то, кто уделяет особое внимание месту, где будут жить и выводить потомство. И то, что у них в конечном итоге выходит, поражает даже самых умелых архитекторов. В этом видео мы покажем вам 10 существ, которые по всему миру строят удивительные по своей структуре и форме жилища. И из подручных средств естественного происхождения эти животные возводят самые большие, самые прочные и самые неординарные построения. Сегодня мы заглянем в гости к термитам, бобрам, ручейникам и рыжим печнякам. Вы увидите, как они строят свои жилища, какие материалы используют и какими особенностями эти дома отличаются. Так что садитесь поудобнее и чувствуйте себя как дома. Поехали! Рыжий печник. Это строитель в стиле брутального конструктивизма, творение которого можно увидеть в не менее брутальной Южной Америке от Бразилии до Аргентины. Внешне гнездо печника напоминает глиняную печь, за что, собственно, он и получил свое название. Эти птицы мастерят свои домики из смеси глины, грязи и растений. Они прикрепляют их, как правило, к горизонтальным поверхностям, к веткам, крышам, высоким балкам. Печники начинают заниматься постройкой сразу же после сезона дождей, когда материал становится мягким и податливым. Птицы переносят в клювах шаровидные комочки и затем расправляют их клювом и ногами. Сначала строятся прочные основания и стенки гнезда, затем стороны смыкаются в виде свода. Внутри гнездо выстилается мягкими перьями и травинками, а вход проделывается сбоку. Строительство занимает от недели до месяца. Высота готового домика составляет около 25 сантиметров, а вес от 3 до 5 килограммов.
Термиты. Звание самых гениальных архитекторов животного мира заслуженно получают термиты. Общественные насекомые, живущие на Земле со времен динозавров. Давайте глянем на их фантастические дома. Конические грибовидные вытянутые жилища внутри оснащены многочисленными ходами, залами и сложной системой вентиляции. Благодаря 20-сантиметровым внешним стенам в термитники не попадает дождевая вода, а небольшие отверстия поддерживают необходимый микроклимат. Постройкой занимаются рабочие особи, которые составляют большинство жителей колонии. В качестве стройматериалов насекомые используют глину и растительные остатки, скрепляя их своими выделениями. Термиты живут огромными колониями. Пока жива колония, термитник, надземная часть жилища, надстраивается постоянно. Так, за несколько столетий конструкция может вырасти до 5 или даже 10 метров в высоту. Самый крупный обнаруженный термитник имеет высоту 12,8 метров. Встречаются термиты на всех континентах, кроме Антарктиды. Но чаще всего их муравейники можно увидеть в африканских саваннах и австралийских пустынях. Краснолобая славка-портниха. Почему эту птицу прозвали портнихой? Все из-за особых технологических методов, которые она использует при постройке гнезда. Да, вы правильно поняли, эта маленькая яркая птичка буквально шьет себе гнездо. Основу жилища портнихи составляет 1 или 2 больших листа с куста или дерева. При помощи острого клюва славка-портниха прокалывает дырочки по краям мясистых больших листьев и сшивает их. В качестве нити она использует тонкие растительные волокна, а также самодельные нити из шерсти, пуха или паутины. Дополнительно портниха смачивает нити своей слюной и приклеивает их к листику. В результате образуется просторный карман, внутри которого птица обустраивает гнезда. Примечательно, что строительством гнезда всегда занимается самец, пока самка в это время ищет пух и мох для благоустройства жилища. Увидеть такой удивительный сшитый домик вы можете среди крон деревьев Юго-Восточной Азии. Бумажная оса. Если вам нужно что-то соорудить, а под рукой нет стройматериалов, не беда. Берите пример из бумажных ос. Используйте подручные средства. Эти изобретательные насекомые строят свои гнезда из бумаги собственного производства. За это их прозвали бумажными. Осы жуют сухие стебли растений и мертвую древесину, в частности, осину или липу. Затем они смешивают измельченные древесные волокна со своим секретом и получают бумажную массу, которую используют для создания стенок и внутренних перегородок в своих жилищах. Осиная бумага довольно прочна и почти не размокает. К тому же осы строят свои гнезда в местах, защищенных от дождя. Строительством осиного жилища, как правило, занимается матка, начиная работу весной и заканчивая к осени. Готовое гнездо напоминает сферу с дыркой внизу. В нем могут поместиться около 10 тысяч особей. Обыкновенный общественный ткач. Эта 10-сантиметровая африканская птичка на вид ничем особенно не примечательна, но ее жилище совсем другое дело. Гнездо ткача достигает до 8 метров в длину и является одним из самых больших гнезд среди птиц. Со стороны оно напоминает большой сток сена, размещенный на дереве. Гигантская конструкция объединяет от 300 до 500 отдельных гнезд, в которых комфортно живут и размножаются несколько сотен особей. Общественные ткачи строят свои дома группами, исключительно в Южной Африке. В качестве материала они используют длинную жесткую траву, из которой плетут большие шары. Внутри гнезда поддерживается специальный микроклимат, сохраняя прохладу днем и защищая от холода ночью. Такие птичьи домики могут использоваться несколькими поколениями и служить ткачам до 100 лет. Ручейник. Если в мелких прудах, ручьях или лужах вы обнаружите необычную трубочку, сделанную из природных материалов, то знайте, это домики ручейников. Ручейники — это мягкотелые личинки, которые ведут водный образ жизни. Из мелких ракушек, камешков, кусочков травы, древесных щепок они сооружают себе домик, который защищает их от хищников. С дна водоема ручейник подбирает различные мелкие частицы и прочно скрепляет их паутинными нитями. Конструкция выглядит как открытая с обеих сторон трубка, через которую свободно протекает вода.
По мере роста личинки жилище достраивается. Взрослые особи ручейников не нуждаются в домике, ведь со временем у личинок вырастают крылья, меняется форма тела, появляются ноги и усики. Они стают похожими на бабочек и могут находить укрытие в пещерах и расщелинах скал. Интересный факт: благодаря ручейникам появился новый вид искусства. Животных помещают в аквариум, усыпанный цветными камушками и бусинами, и личинки делают из них уникальные ювелирные украшения. Бобер – это самый известный строитель в мире животных. О знаменитых бобровых плотинах, наверное, не слышал только ленивый. Но где живут эти хвостатые инженеры? А селятся они в норах, вход в которые расположен под водой. Полуводные грызуны роют норы со сложной системой ходов на крутых и обрывистых берегах. Жилая площадь возвышается над водой на 20-30 сантиметров, а ее ширина составляет 1 метр. Если уровень воды в водоеме падает, то бобры строят плотину, чтобы его восстановить. Самая большая плотина в мире, построенная бобрами, находится в Канаде, в парке Вуд-Баффало, и имеет длину 850 метров. Если же вырыть нору невозможно, то бобры строят так называемую хатку из хвороста и глины. Конусообразная хатка имеет высоту 1,3 метра. Внутри жилища всегда сухо, ведь оно находится под водой. Прочные, обмазанные глиной и землей стены всегда поддерживают оптимальную температуру, а свежий воздух попадает через отверстия в потолке. Но больше всего поражает, что взрослые особи не учат маленьких бобрят строить, а они уже рождаются с этим инстинктом. Ткачик Байя. Теперь наведаемся в жилище пернатых обитателей Юго-Восточной Азии и Индийского субконтинента. Ткачики Байя прославились на весь мир своими мастерски свитыми висячими гнездами, что сильно походят на перевернутую воронку. Птицы размещают их на колючих деревьях или на свисающих над водой пальмах, чтобы хищники не смогли к ним добраться. Строительством гнезда занимаются только готовые к размножению самцы, чтобы после привлечь самку к спариванию. Они используют грубые травы, рисовые листья и длинные волокна из пальмовых ветвей. Своими сильными клювами птицы вяжут узлы и дополнительно используют сгустки грязи, чтобы придать будущему жилицу устойчивости. На возведение грушевидного гнезда уходит около 18 дней. Ткачики не любят одиночество, поэтому на одном дереве могут поселиться до 60 пар птиц. Кроме того, исследователи утверждают, что ткачики размещают свои дома на восточной стороне деревьев, чтобы защититься от юго-западного муссона. Азиатский муравей портной. Насекомые этого вида способны проделать поразительную работу и соорудить себе не просто жилище, а интереснейшее архитектурное сооружение. Муравьи портные не живут в знакомых нам муравейниках, как прочие виды, а всю жизнь проводят на деревьях. Соответственно, их домик также располагается на ветках. Насекомые сшивают свои гнезда из листьев, не отрывая их от веток. Вся работа проделана по группам. Одни муравьи притягивают листики друг к другу, сворачивая из них своеобразные конверты. Другие приносят личинок из материнского гнезда, чтобы юные особи закрепили конструкцию. Ведь именно личинки имеют максимально развитые паутинные железы, и им производят нити, которыми скрепляют листья. Из этих же нитей они создают ходы, соединяющие гнезда между собой. Ведь одна колония этих мелких ткачей может занимать до 10 деревьев. Муравьи портные являются хищниками и готовы напасть на любого, кто притронется к их гнезду. Поэтому если вы попадете в Азию и заметите над головой зеленый кокон из листьев, то лучше обойти его стороной. Саланганы. Хотите съесть что-то экзотическое? Обязательно попробуйте птичье гнездо. Правда, для этого придется выложить из вашего кошелька достаточно ощутимую сумму. Около $3000 США за 1 килограмм. Создателями съедобных гнезд являются саланганы – маленькие птицы из семейства стрижей, что населяют Юго-Восточную Азию и острова Океании. Почему же их гнезда считают самым ценным деликатесом? Из гнезд выходит желеобразная похлебка, которая имеет специфический вкус и немало лечебных качеств. Эти птицы создают их из собственной слюны практически совсем без сторонних примесей. Гнезда находятся в глубине пещер на отвесных скалах над морскими водами. Саланган водит клювом по камню, рисуя силуэт люльки, и слюна мгновенно застывает. Накладывая слой за слоем, птица возводит стены гнездышка и получает жилище в форме маленькой колыбели. Постройка длится около 40 дней. Сборщикам птичьих гнезд сложно достать добычу, но зарабатывают они прилично.
Ведь поставщики ресторанов готовы платить большие деньги, чтобы очередному щедрому гурману приготовили суп из ласточкиных гнезд. Это было десятка уникальных домов, построенных животными, птицами и насекомыми. Какое жилище понравилось вам больше всего? Делитесь с нами в комментариях. Друзья, всем привет! Это канал Фактограф, и сегодня мы поговорим о самых красочных морских слизнях. Морские слизни – удивительные существа, которые обитают в морях и океанах, и украшают своим ярким окрасом морские пейзажи. Разнообразие их форм и цветовых гамм заставляет нас восхищаться природным богатством и удивляться тому, как многообразна жизнь в океане. Мы покажем вам ядовитых и фотосинтезирующих моллюсков, слизней, похожих на лист дерева и на лист салата, моллюска-кролика, моллюска-бабочку и многих других. Так что садитесь поудобнее и давайте погрузимся в мир морских слизней. Листовая овца. Листовая овца. Этот маленький морской моллюск – достойный претендент на звание «самый милый житель океана». Симпатичная мордочка, маленькие черные глазки и небольшие щупальца-рожки делают животное похожим на мультяшную версию настоящей овечки. Спина моллюска покрыта своеобразными зелеными листьями, благодаря которым он получает энергию. Как такое возможно? Довольно просто. Листовая овца питается водорослями, а хлоропласты из них откладываются в листиках слизня и через какое-то время фотосинтезируют. Морские овечки вырастают в длину до 1 см и встречаются на морском дне у берегов Японии, Индонезии и на Филиппинах. Язык фламинго. Если вы любите понырять в водах Атлантического океана вблизи северо-западного побережья, то у вас есть шанс встретить яркую морскую улитку под названием язык фламинго. Эти существа живут на коралловых рифах, где питаются ядовитыми горгониями. Улитки впитывают яд жертвы и сами становятся ядовитыми. Узнать этих моллюсков вы сможете по оранжевой окраске с черными пятнами в виде колец. Такую расцветку имеет живая мантия, покрывающая однотонную раковину. Длина раковины составляет 4 см. В случае опасности животные прячутся внутри нее, словно в домике. Восточная изумрудная элизия. Знакомьтесь, вот еще один представитель морских слизней, обладающий способностью фотосинтеза. Элизия стала первым известным ученым животным, способным осуществлять этот процесс. Она, как и листовая овца, не имеет собственных хлоропластов, а получает их, питаясь морскими водорослями Ваучерия литория. Взрослые особи окрашены обычно в ярко-зеленый цвет, реже встречаются красноватые или сероватые оттенки. Моллюски вырастают до 6 см и на вид напоминают листья. Они отличаются большими боковыми параподиями, похожими на мантию, которые периодически сворачиваются и укутывают тело. Водится изумрудная элизия вдоль Атлантического побережья Северной Америки. Морской кролик. Мы готовы поспорить, что это животное точно не оставит вас равнодушными. Этот маленький милый кролик на самом деле является морским слизнем. Он имеет округлую форму тела длиной до 2,5 см. Цвет может варьироваться от белого до желтого или оранжевого, и на теле могут быть черные или коричневые пятна. Тело морского кролика покрыто мелкими игольчатыми структурами, спикулами, которые создают иллюзию шерсти. На голове слизня расположены 2 органа чувств, похожие на длинные ушки, а сзади жабры, напоминающие хвост. Обитает этот милый слизняк в прибрежных водах Тихого и Индийского океанов. Голожаберный моллюск янолус. Этот вид морского слизня обитает на мелководьях близ полуострова Кенай, а также выступающего от побережья Аляски, в Центральной Калифорнии, а также в Северной Японии. Моллюски селятся в каменистых районах на глубине не более 30 метров. Янолус выглядит как миниатюрный подводный светильник. Его полупрозрачное беловато-серое тело вырастает до 3,5 см в длину. Оно полностью покрытое цератами, вытянутыми анатомическими выростами, с коричневыми ядрами внутри. Цераты способствуют дыханию и процессу газообмена для метаболизма. При нападении хищника моллюск сворачивается в клубок, а колючки защищают его. Гипсилодорис канга.
Этот вид моллюсков – еще одно живое доказательство, что в морских глубинах не все унылое и невзрачное. Слизняк имеет достаточно вызывающую внешность. Его тело окрашено в сине-серый цвет с желтыми и черными пятнами. Ринофоры, то есть рецепторы запаха и вкуса, красные, а их стебли темно-синие. Гипсилодорис канга распространен в водах Танзании и Мозамбика. Он питается морскими губками из рода Дисидеа и вырастает в длину до 7 сантиметров. Циарс нигриканс. Что это? Рой бабочек под толщей воды? Нет. Это уникальный морской слизняк-бабочка. В окрасе моллюска преобладает золотисто-черный цвет. Его спина украшена округлыми анатомическими выростами и выглядит словно стая бабочек. Этот вид слизни обитает в Индийском океане, а также западной части Тихого океана. Больше об этом красавце совершенно ничего не известно. Флабеллина лодинеа. Нужно еще больше красок? Вот, пожалуйста. Этот морской слизень вполне способен ослепить вас своей красочностью. Его тонкое тело вырастает до 4 сантиметров и выделяется фиолетовым цветом. Многочисленные выросты на спине, цераты окрашены в неоново-оранжевый цвет и придают животному лохматый вид. Кроме того, на голове выделяются красные ринофоры, используемые для привлечения партнеров или добычи. Яркий окрас служит сигналом для хищников, что слизняк неприятный или ядовитый. Встретить такое чудо вы можете на западном побережье Северной Америки. Элизия криспата. Это у нас лист салата. Нет, это же слизень, которого прозвали салатовым из-за его кудрявой мантии. Крупный красочный моллюск вырастает в длину до 5-7 сантиметров, а в ширину до 3. Его цвет, в отличие от настоящего салата, не всегда зеленый, а имеет разнообразные оттенки от бледного с красными или желтыми линиями до синего. Элизия криспата обитает в тропических водах Западной Атлантики от Флориды до Мексиканского залива. Эти моллюски предпочитают селиться в прибрежных зонах рифов, в мелководных и чистых местах. В пищу они употребляют различные водоросли, а также питаются автотрофным путем, накапливая в своем теле хлоропласты. Ипсилодорис апалегма. Это еще один красочный представитель брюхоногих моллюсков, обитающих в водах Тихого океана. Вы его узнаете по практически люминесцентной мантии, переливающейся от пурпурно-розового до фиолетового цвета. По краям мантии проходит непрозрачная белая кайма, огибающая все тело. Колбы ринофоров выделены оранжевым оттенком и пурпурными оболочками. Высокий жаберный карман может быть либо также оранжевым, либо темно-фиолетовым. Тело этих слизней высокое и продолговатое, вырастающее до 5 см в длину. Питается Ипсилодорис апалегма в основном губками Дисдеридае. Нимброта кубарьяна. Крупный размер, темный насыщенный окрас с характерными зелеными полосами вдоль всего тела. Так можно коротко описать этого морского голожаберного слизняка. В длину он вырастает до 12-13 см. По сравнению с предыдущими моллюсками, Нимброта кубарьяна просто гигант. Края тела и головы могут быть окрашены в ярко-оранжевый цвет, ринофоры и жабры в зеленый или красный. Слизняк питается асцидиями, но сам стать чьим-то обедом не может, ведь является ядовитым. Ареал обитания этого вида охватывает Индо-Тихоокеанскую область, Восточную Африку, Филиппины, Малайзию, Индонезию. Акиния аксиния розачea. Вдоль побережья западной части Северной Америки, от Орегона до Нижней Калифорнии, встречается это необычное розовое чудо. Этот морской слизень характеризуется многочисленными длинными выростами на спине, которые сужаются и переходят в более светлый оттенок к концу. Мантия и голова не отделяются от остальной части тела, а являются одним целым. Как же этому моллюску удалось добиться идеального розового? Все благодаря употреблению в пищу морских мшанок хелиостоматида, то есть морских беспозвоночных животных, из которых он получает ксенофильный пигмент. Иотинофизис. Разве на дне океана поселились инопланетяне? Нет, это тоже морской слизняк. Чем-то он похож на лепесток розы. Его окрас может быть как и темно-коричневым, так и нежно-розовым, или даже почти белым. Края большого тела подчеркнуты белой линией. Прозрачная ракушка украшена коричневыми полосами. По сравнению с телом она слишком маленькая, поэтому слизень не может втянуть тело внутрь полностью. Иотинофизис обитают в тропических водах по всей Земле. Они селятся на мелководье,
мелководье, ползают по дну и зарываются в песок. В их рацион входят щетинистые черви, мидии и даже некоторые виды слизней. Тринкезия сибогия. Это что, настоящий мини-дракон? Нет, опять не угадали. Это необычный неоновый слизень, который завершает сегодняшнее наше видео. Этот вид брюхоногих моллюсков широко распространен в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Большими размерами слизняк не выделяется, он вырастает до 3,5 см в длину, но особого внимания заслуживает его окрас. Тело моллюска имеет пурпурно-лиловый оттенок. Спина животного украшена длинными анатомическими выростами, расположенными параллельными рядами. Эти выросты или цераты окрашены в более бледный оттенок, а ближе к кончикам имеют ярко-красный цвет. Подводный мир – кладезь всего прекрасного и необычного, ведь природа знает, что создает. Казалось бы, все уже видели, обо всем знаем, но мы все равно стараемся найти что-то необычное и способное вас удивить. Делитесь с нами в комментариях, какого морского слизня вы сегодня для себя открыли и какой из них впечатлил вас больше всего. Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня речь пойдет о прозрачных существах, одних из самых хрупких и одновременно прекрасных организмах нашей планеты. В привычном для нас понимании тело каждого животного имеет защитный слой – кожу, перья, чешую или шерстяной покров. Герои этого видео кардинально отличаются. Их тела не просто лишены защиты, а еще и просвещаются насквозь, словно стекло. Они как будто носят шапку-невидимку и при встрече с естественными врагами притворяются, что их просто нет. Правда, не все прозрачные существа беззащитны. Сейчас мы познакомим вас с настоящими стеклянными хищниками, которые поедают других живых организмов и даже могут ранить человека. Кроме того, мы покажем вам других уникальных стеклянных организмов – креветку, сома, жука, кальмара и даже осьминога. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать, где водятся прозрачные существа, как они живут, чем питаются и какую роль выполняют в природе. Вам уже интересно, как они выглядят? Тогда заваривайте себе вкусный чай, садитесь поудобнее и поехали знакомиться. Стеклянная креветка-призрак. Мечтаете о необычном домашнем питомце? Заведите себе прозрачную креветку. Это уникальное существо с тонким прозрачным туловищем прекрасно уживается в аквариуме и не требует сложного ухода. Срок жизни прозрачных креветок не превышает 1,5 года. По размерам они вырастают до 4-5 см и ведут активный образ жизни. Если вы посмотрите на креветку глаза в глаза, то вряд ли ее заметите, пока она не пошевелится. Животные сливаются с окружающей средой, но при попадании на них солнечного света переливаются различными оттенками. Креветки-призраки ведут обычную жизнь ракообразных в пресной воде и являются квалифицированными мусорщиками. Они едят детрит, остатки пищи, а также любой корм для рыб. Прозрачность – это единственный козырь этой креветки. В природных условиях она является очень беззащитной. Жук-золотая черепаха. Встретить этого невероятной красоты жука вы можете на территории Северной Америки. Почему только там? Потому что насекомое питается исключительно листьями растения Morning Glory, которое растет на североамериканском континенте. Название «золотая черепаха» жук получил благодаря четкому силуэту черепахи на панцире. Насекомое имеет длину 5-7 мм. Его состоящий из двух частей панцирь по центру окрашен в золотистый цвет, а по краям он полностью прозрачный. Панцирь служит животному одновременно и броней, и домиком, где он может спрятаться в случае опасности. Жук-черепаха напоминает золотой самородок на зеленом листе, но его окрас не постоянный. Уменьшая или увеличивая объем жидкости в прозрачной оболочке, насекомое создает иллюзию изменения цвета. Такой трюк используют самцы в брачный период, изменяя окраску с золотистой на ярко-красную. Морская сальпа. Это наиболее полезное существо на планете и одновременно примитивный организм. Такое возможно? Вполне. Сальпы обладают бочкообразным прозрачным телом, длиной от нескольких миллиметров до 30 сантиметров. Два отверстия, ротовой и клоакальный сифоны, расположены на противоположных концах тела. Сквозь прозрачную кожу просвечивается кишечник и кольцеобразные мышцы, сокращая которые сальпы плавают словно медузы. Эти организмы встречаются в теплых поверхностных водах всех морей и океанов. Пропуская через себя воду от переднего конца к заднему, они питаются планктоном и одновременно двигаются реактивным способом. Кроме того, фекалии сальп поглощают углекислый газ. Стеклянный кальмар.
Кто живет на дне океана? Нет, не губка Боб, а глубоководный стеклянный кальмар. Прозрачное существо ведет размеренную жизнь на глубине около 2500 метров в водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов, вдоль 40-й параллели южного полушария. Вытянутое 50-сантиметровое тело кальмара окутано прозрачной голубой оболочкой, сквозь которую просвечивается пищеварительная железа. В опасных ситуациях животное сворачивается в клубок, спрятав под себя голову и щупальца. Также, спасаясь от хищников, кальмар использует метод реактивного движения, выпуская струю воды позади себя. А поглотив много жидкости, он может превратиться в шар, чтобы выглядеть крупнее и более устрашающе, чем он есть на самом деле. Медуза. Это примитивный организм, в теле которого отсутствует сердце, легкие, кровеносные сосуды и большинство других органов. Однако медузы являются старейшими живыми организмами планеты, существовавшими, по версии некоторых ученых, задолго до динозавров. Сегодня медузы обитают во всех морях и океанах. Среди них встречаются как совершенно безобидные виды, так и смертельно опасные. Все медузы имеют колокольчикообразную форму с неповторимой студенистой структурой. Их прозрачное тело почти полностью состоит из воды. Передвигаются эти организмы при помощи сокращения мышц зонтика. Щупальца медуз усеяны множеством стрекательных клеток, что предназначены для парализации мелкой живности, которую они поглощают единственным видимым органом – желудком. Поэтому даже безопасные виды могут оставить на коже человека неприятные ожоги и раздражения. Прозрачные рыбы вида Цианогастер ноктивага. Совсем недавно, чуть более 10 лет назад, ученые открыли новый вид рыб, который отнесли к семейству хорациновых и назвали Цианогастер ноктивага. Причудливые 17-миллиметровые рыбешки водятся только в реке Риу-Негру, крупнейшем левом притоке Амазонки. Голова этих существ окрашена в красный цвет, брюхо в голубой, а остальная часть тела прозрачная. Цианогастер ноктивага в движении выглядит как миниатюрная синяя полоска и полностью ведут ночной образ жизни. Все эти факторы в совокупности объясняют, почему биологи так долго не замечали прозрачных рыб. Примечательно, что без воды эти существа скоропостижно гибнут, а их тела после смерти окрашиваются в белый цвет. Морской ангел. В холодных водах северного полушария водится таинственное существо с крыльями. Взгляните на него. Ну, чем вам не ангел? На самом деле этот организм является брюхоногим палеогическим моллюском. Морские ангелы, в отличие от своих собратьев, не ползают по морскому дну, а парят в толще воды. Они имеют практически полностью прозрачное тело, длиной всего 2,5-4 см, но при этом являются хищниками. У ангелов на голове расположены щупальца, которыми они крепко хватают добычу и тянут ко рту. Основным источником пищи являются морские черти, близкие родственники ангелов. Очень символично. Очевидно, что свое название морские ангелы получили за недобродушие, а за внешнее сходство с небесными жителями. Взмахивая крылообразными плавниками, эти организмы неспешно передвигаются по водной среде, словно настоящие ангелы среди облаков. Индийский стеклянный сом – это, пожалуй, самый необычный представитель семейства сомовых. В естественных условиях прозрачный сом водится в речных системах Юго-Восточной Азии, но благодаря привлекательной внешности он также пользуется популярностью среди аквариумистов. Его вытянутое и уплощенное с боков тело редко превышает 8 см. Маленькая заостренная голова украшена парой длинных чувствительных усиков. Кроме головы также просматривается небольшой отдел, где расположены внутренности. Остальная часть тела, чешуя, кожа и мышцы, полностью лишены пигментации, и вы запросто можете разглядеть скелет рыбы, словно на рентгеновском снимке. Такая особенность помогает миролюбивым сомикам оставаться невидимыми для хищников, но в зависимости от угла падения света сом-призрак может мерцать всеми цветами радуги. Гребневик мнемиопсис или морской орех. Гребневики — это примитивные желеобразные животные, напоминающие медуз. От последних их отличает способ передвижения. Гребневики используют реснички, сросшиеся в длинные гребни, как это делают одноклеточные. Гребневик мнемиопсис полностью прозрачен и имеет сферическую или эллипсоидальную форму. При попадании света его тело переливается яркими цветами. Существо вырастает в длину до 12 см и является хищником. Морской орех питается зоопланктоном, а также икринками и личинками рыб и моллюсков.
Этот вид расположен в Северной Атлантике, но в 1980-х годах появился и в европейских водах. Благодаря интенсивному судоходству мнемиопсисы были завезены кораблями вместе с балластными водами. Живучие, устойчивые к загрязнениям и перепадам температур, а также очень плодовитые организмы нанесли большой ущерб рыбному промыслу. К счастью, со временем ситуацию удалось стабилизировать. Стеклянный осьминог. Это неуловимое животное закрывает нашу десятку. Стеклянный осьминог достигает в длину до 45 сантиметров и, как подобные ему существа, является почти полностью прозрачным. Отчетливо увидеть мы можем только пищеварительный тракт, зрительный нерв и цилиндрические глаза. Эти головоногие встречаются в тропических и субтропических морях по всему миру на глубине от 200 до 1000 метров. Впервые стеклянные осьминоги были обнаружены в 1918 году. И вот прошло больше 100 лет, а биологи все еще не имеют достаточной информации об этих организмах. Прозрачные животные не любят попадаться людям на глаза, и до недавнего времени ученые могли их изучить только по останкам, найденным в желудках хищников. Но наука не стоит на месте, и современные аппараты для погружения помогают людям расширить знания о подводных жителях. В завершении этой темы я смело могу сказать, что невидимость — это суперсила, которой наделены только избранные. Без этой сверхспособности все упомянутые выше существа вряд ли смогли бы выжить в жестком животном мире. Хорошо, что природа работает как слаженный механизм. На этом у меня все. Друзья, делитесь внизу в комментариях, встречали ли вы когда-то прозрачных существ? Если да, то каких и где? И обязательно напишите, о каком животном-невидимке из нашего видео вам интереснее всего было узнать.